Как вы считаете, кто выиграл в 20 веке холодную войну? Холодную войну выиграла Россия. Исходящий из этого вопроса, не считаете ли вы сейчас Россию колонией Соединенных Штатов Америки? Частично, да. А почему? А потому что пока они управляют медициной, наши не вышли из некоторых организаций, значит, они управляют. Касается медицины, финансов, очень важные вещи. А что для этого необходимо, чтобы нам избавиться от этого? Надо самостоятельными быть, решить все вопросы и выйти из всех ненужных организаций. Знаете ли вы, кто в 20 веке одержал победу в холодной войне? В холодной войне Да, в холодной. с Америкой? Да. Конечно, Советский Союз. Каким образом одержал победу, если он распался? Потому что мы ничего не боимся, мы никого не боимся, мы со всем справляемся, и нам ничего не страшно. Что в связи с вышесказанным Россия является колонией Соединенных Штатов Америки? Нет, колония – это государство, которое зависит от, я понимаю ваш вопрос, но в принципе наше государство может вполне жить автономно и ни от кого не зависеть. Вы знаете, это глобальная политика, мы многого не знаем, много не понимаем. Не знаю, в таких моментах я говорю, во всем масоны виноваты. В холодной войне 20 века. Не знаю, но мне кажется, Россия. Да, Россия? Ну, мне так кажется. А кто участвовал в ней? Ой, честно, не знаю. Россия, наверное. Ну, вообще участвовал Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. И вот результатом холодной войны, к сожалению, стал распад Советского Союза. И, соответственно, выиграли в ней Америка. Повезло им, крупно повезло. Да. Больше не повторится. В связи с этим вопрос. Считаете ли вы Россию колонией Соединенных Штатов Америки? Не считаю. А почему? Россия, она и называется Единая Россия. К Соединенным Штатам Америки они никак не относятся, по мне. Вот. Россия единая держава, сильная страна. Она и сама справится со всем. Вот. Поэтому не знаю. Думаю, не относится. А вы знаете, что 90% наших нефтяных ресурсов, от них деньги уходят за границу? Что вы думаете по этому поводу? Не знаю. 90% денег уходит за границу. Уходят, они платят или что там? Выводят с целью минимизации налогов. Это объясняется так. В России много нефти, многим этого не хватает, мне кажется. Вот они и выплачивают. Вот так вот. Так. Про вот это вот нефть, вот это все мало разбираюсь, честно говоря. Не слышали про это просто, да? Нет, вот впервые услышал. Знаете ли вы, кто одержал победу в 20 веке в холодной войне? В холодной войне? Я бы сказал, что все равно мы. Вот. И в связи с этим у меня вытекающий главный вопрос. Считаете ли вы Россию, нашу страну, колонией Соединенных Штатов Америки? Нет, не считаю. А почему? Потому что не считаю, я уверен в этом. А вы знаете, что 90% капитала наших нефтяных компаний находится в офшорах, соответственно... Это разные вещи. Да, я считаю, что это разные вещи. Капитал одно, человек это другое. Получается, мы не управляем нашей экономикой? Нет, мы управляем. Как можем, так и управляем. Вот и все. Победил в холодной войне. В 91-м. Вы знаете, что была холодная война в 20 веке? Это я, да, помню. Кто победил? Вы имеете в виду наших? Кто выиграл ее? Если было
противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Соответственно, Соединенных Штаты остались, а Советский Союз распался. Как бы Вы следовательно... имеете в виду, это наши распады эти. Да. Причем тут Штаты? Ну, холодная война была между кем и кем. Все. Вот. И отсюда у меня, соответственно, вытекающий вопрос. Считаете ли вы нашу страну колонией Соединенных Штатов Америки? А почему? Но мы, а Штаты это Штаты. Не считаю. Просто у нас весь капитал утекает из Это я страны. понимаю, это да. Это согласна, но то, что тут и не мы решаем этот вопрос, понимаете? Вы меня спросите, я отвечу свое мнение, но это ничего не имеет значения, как бы. Ну, Да, мне просто интересно, что думают россияне на эту тему. Соответственно, не все разбираются, что 90% капитала нашей экономики это все находится- разбираются, Да. все разбираются, все понимают, но это это не нам надо эти вопросы задавать, а те, кто выше и чьи деньги уплывают за границу. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, кто победил в 20 веке в холодной войне между Советским Союзом и Америкой? Конечно, только Союз. Да? Да. А каким образом? Ведь в 91 году, как результат холодной войны, он распался. Ну, распался он потому, что пришли к власти такие, как Горбачев и Ельцин, разогнали. Я бы их сейчас повесил. Честное слово. И в связи Так с... можно разве что. А Ельцин, вот расскажу про Ельцина. Руководил Свердловским компартией. Он инициатор сносить Ипатьевский дом. Это был центр церковности в этой самой в Свердловске. Он его снес. А после этого, через некоторое время, ходит в церковь и молится. Ну что это? Это вообще... Вот отсюда у меня вытекающий вопрос, учитывая вышесказанное, как вы считаете, является ли сейчас Россия колонией Соединенных Штатов Америки? Не выдумывайте ерунды. Нет, конечно. А почему вы так думаете? Россия самостоятельное государство. Вы что? И кое-кому еще, ну так это. А вы знаете, что 90% от продажи ресурсов нефти уходит за границу и не оседает у нас в России? Я это знаю. Так как же мы можем думать, что Что? мы не управляем этими деньгами, соответственно, и экономикой? Ребята, вы говорите такие вещи, это вообще я не в курсе. Но это неправда. Не знаю, я не знаю. Нет, Не знаю. Благодаря последним годам Россия поднимается с колен. Вначале ее туда опустили. Помните, как предыдущие правители обнимались с американцами, с немцами, а кое-кто играл на инструментах, нажравшись. Водки, не водку жрал, не знаю что. Мне стыдно. Опозорил весь мир, смеялся над такими руководителями. Это же вообще... А Горбачев замирился с Америкой, мы сейчас. И благодаря Горбачеву мы, то есть не мы, НАТО двинулось к нашим границам. Где эти Шеварднадзе, где эти все, которые заключали договор? А Шеварднадзе отдал сколько? 150 тысяч квадратных километров Берингового моря Америки. Зачем? Наши ресурсы, наше все. О чем разговор может быть? А кричат. А слова Горбачева, я помню, я тогда говорил, как Горбачев очень хорошо говорил, так цветисто говорил. Да я буду последний коммунист, кто из партии выйдет. Говорил на весь Союз. В результате он оказался где? В Германии,
в свое время. И не могу я больше до сих пор. Я 20 лет в партии был. И вот такую жабу получил. О чем может говорить еще? Да, спасибо. Это был один вопрос. Как вы считаете, кто одержал победу в 20 веке в холодной войне? Россия. А между кем и кем была холодная США и Россия, и Советский Союз. Да. И, соответственно, американцы сказали, что победили они, и как результат, соответственно, это развал Советского Союза. Пусть они говорят, что хотят. Это их личное мнение. Все. Вы как думаете? Я согласен полностью. А в связи с этим вытекающий вопрос. Как вы считаете, является ли Россия колонией Соединенных Штатов Америки? Нет. Никогда. Никогда. Россия самостоятельное государство. Была, есть и будет. А вот США это да. Вот это колония. Вернее, колония как бы индейцы. Ну, в общем, короче говоря, США это вообще не страна, и я даже не знаю, что это вообще такое. Для меня это не существует и нет. Индейцы, да, коренные жители. А остальное, весь сброд со всего мира, собравшийся там, это я не знаю, как это они себя американцами называют. Настоящие американцы это индейцы. Коренные жители. Почему такой вопрос? Знаете ли вы, что 90% российского капитала, в том числе и нефтяные компании, находится не в России, а находится в офшорах, и наше руководство ими не управляет? Ну, это ненадолго. Будем надеяться. 20 века, Да. по-моему, ничья. Ничья, думаете? Да, Ну, ведь развалился Советский Союз. да, Советский Союз развалился. Ну, что сделаешь? Вот, и отсюда у меня вытекающий вопрос главный. А считаете ли вы Россию колонией Соединенных Штатов Америки? Нет, не считаю. Не считаю. Колонии не считаю. А почему? Она сама достойна быть впереди всех, и не надо так называть, что она должна быть колонией. Вы не правы. Может быть, не должна, но вы знаете, что 90... Да, в 90-е вроде... Не в 90-е, 90% Да, российского всё, капитала я вас находится понял. в офшорах. В офшорах. Ну и сейчас они уходят. Ну сейчас ничего, уходят, да. ничего. Будет все нормально. А как быть? А какое вы видите решение для этого? Нужна нам сейчас победа. И потом будет все нормально.